Эй, как думаете, кто из голливудских звезд мог бы получить премию за самые эпичные выходки? Сегодня я расскажу вам об актерах, чьи поступки заставили весь мир чесать в затылке. Мы разберем, кто из знаменитостей попал в самые громкие скандалы последних 15 лет и почему их имена до сих пор на слуху. Это истории, которые не оставят вас равнодушными. Канье Уэст. В 2022 году многие фанаты Канье Уэста, вероятно, потеряли интерес к личной встрече со звездой, после того, как стало известно, что рэпера привлекли к расследованию по делу об избиении одного из его поклонников. По сообщениям средств массовой информации, Уэст агрессивно оттолкнул фаната, который пытался взять у него автограф, вследствие чего тот упал и, согласно свидетелям, довольно сильно ударился головой о тротуар. Этот инцидент не стал для всех неожиданностью. Рэпера уже арестовывали дважды – в 2008 и 2013 годах за нападение на фотографов, пытавшихся запечатлеть его. Оба раза ему пришлось нести ответственность за свои поступки и пройти обязательный курс управления гневом. Пострадавшие от его действий ранее также получали финансовую компенсацию за причиненный ущерб. Николас Кейдж. Николас Кейдж известен своими яркими ролями в кино. Однако внимание прессы привлекали не только его успехи на экране. В 2019 году актер оказался в центре скандала, когда появился в бюро бракосочетаний в состоянии алкогольного опьянения вместе с визажистом Эрикой Койке, требуя оформить их брак. Свидетели рассказывали, что церемония сопровождалась громкими спорами. Кейдж кричал, что Эрика преследует корыстные цели, тогда как сама женщина настаивала, что брак ей совсем не нужен. Спустя 4 дня, очевидно придя в себя, Николас обратился в суд с просьбой отменить заявление о браке. Линдси Лохан. Знаменитая актриса в 2015 году стала гостьей на свадьбе Джастина Эдсона, где, наслаждаясь шампанским, устроила импровизированный стриптиз перед собравшимися гостями. В тот же вечер Линдси составила список своих бывших партнеров, включивший в себя 36 имен. Этот случай мгновенно распространился по сети, а имя актрисы оказалось на первых полосах изданий рядом со списком ее знаменитых любовников. Кьюба Гудинг-младший. Отказ знаменитости позировать для фотографии с поклонниками – вполне нормальное явление, но, как сообщают источники, Кьюба Гудинг-младший в 2012 году перешел границы допустимого. В одном из баров Нового Орлеана он, по слухам, начал грубо общаться с фанатами, которые хотели сфотографироваться с ним. Когда женщина-бармен попросила его покинуть заведение, Гудинг, как утверждают, оттолкнул ее в стену. Один из посетителей вызвал полицию, но позже Гудинг заявил журналистам, что вся ситуация была недопониманием. Чарли Шин. В 2011 году Чарли Шин был уволен из популярного сериала «2,5 человека» на фоне скандалов. Несмотря на то, что за каждый эпизод актер получал около $1 миллиона, члены съемочной группы неоднократно выражали недовольство его поведением и отказом от лечения алкогольной зависимости. В частности, в январе того же года Шина пришлось госпитализировать после 36 часов непрерывных вечеринок в отеле Лас-Вегаса, что привело к приостановке съемочного процесса. Хотя актер по сегодняшний день продолжает утверждать, что его увольнение было несправедливым, многочисленные конфликты и судебные разбирательства с продюсерами не смогли вернуть его карьеру на прежний уровень. Рассел Кроу. В 2009 году Рассел Кроу попал в неприятную ситуацию, когда в нью-йоркском отеле повредил лицо одному из сотрудников из-за проблем с международной связью. Однако это был далеко не единственный инцидент с участием актера. В ноябре 2002 года он вступил в драку с продюсером Эриком Уотсоном в одном из ресторанов Лондона. В том же году Кроу атаковал продюсера церемонии BAFTA за сокращение его благодарственной речи. Создатели мультсериала «Саут Парк» даже выпустили специальную серию, посвященную актеру, где Кроу изображался в роли ведущего программы «Драки вокруг света». Эти инциденты и постоянные конфликты с продюсерами и режиссерами едва не привели к краху карьеры актера. Тем не менее, сегодня Рассел Кроу постепенно возвращается в форму и старается восстановить свою репутацию. Эллен Дедженерес. Эллен Дедженерес всегда представляла себя как жизнерадостного и доброго комика.
И именно эта атмосфера легкости и искренности сделала ее шоу Эллен Дедженерес таким популярным. Программа воспринималась зрителями как забавная альтернатива другим известным ток-шоу, вроде «Опры». Поэтому публика была шокирована, когда в июле 2020 года в статье BuzzFeed News были раскрыты неприятные подробности работы за кулисами шоу. Бывшие и действующие сотрудники поделились опытом, рассказав о токсичной рабочей атмосфере, обвинениях в расизме, сексуальных домогательствах и увольнениях за такие простые вещи, как посещение похорон или уход на больничный. После выхода статьи Дедженерес обратилась к своей команде с письмом, в котором выразила намерение изменить корпоративную культуру. Однако попытка обсудить проблему в первом выпуске 18-го сезона шоу вызвала неоднозначную реакцию. Вместо искренних извинений некоторые зрители посчитали, что юмористический подход Эллен не соответствовал серьезности ситуации, особенно учитывая страдания тех, кто стал жертвой токсичных условий труда. Этот скандал привел к отставкам некоторых руководителей шоу, но репутации программы был нанесен значительный урон. В конечном счете, программа закрылась через 2 года, в 2022 году. В специальном выпуске 2024 года Дедженерес объявила о своем уходе из индустрии развлечений, объяснив это тем, что общественное мнение изменилось после произошедшего скандала. Взлом Sony обнажил Голливуд. Те, кто знаком с сериалами типа «Красавцы», имеют понимание того, каким часто представляется Голливуд в художественных произведениях. Нескончаемые скандалы, интриги и отсутствие профессионализма. Но в 2014 году хакерская атака на Sony Pictures показала, что реальная жизнь иногда может оказаться еще более драматичной, чем любой сценарий. Одним из ярких примеров стали электронные письма, обмен которыми вели руководители компании. Как сообщает издание Variety, конфликт возник между главой Sony Эми Паскаль и продюсером Скоттом Рудиным из-за фильма «Джобс». Дело в том, что Анджелина Джоли была недовольна тем, что режиссер Дэвид Финчер занят работой над этим проектом, вместо того, чтобы снимать ее картину «Клеопатра». Паскаль попросила Рудина успокоить Джоли, но тот отреагировал крайне негативно, обозвав актрису «бездарной капризной девицей». Эта перепалка в интернете вскоре переросла в настоящую войну, достойную обсуждения на различных форумах. Кроме того, поклонники супергероев узнали, что 3-ю часть «Удивительного Человека-паука» должны были представить на большом мероприятии. Но актер Эндрю Гарфилд отказался участвовать в презентации в Рио-де-Жанейро, что расстроило бывшего главу Sony Казу Хираи и создало определенную панику среди руководства. Эти примеры – лишь малая часть информации, ставшей доступной благодаря утечке данных, включая личные контакты знаменитостей, таких как Эмма Стоун. Розанна Барр. Розанна Барр стала известной благодаря своему ситкому «Розанна», который первоначально транслировался с 1988 по 1997 год. В 2018 году шоу вернулось на экраны, и премьера 10-го сезона собрала впечатляющие 27 миллионов 260 тысяч зрителей. Руководство канала, безусловно, было в восторге, и шоу быстро продлили на следующий сезон. Однако все изменилось после одного поста в социальной сети X, бывший Twitter. Барр опубликовала спорное и расистское сообщение о Валери Джаред, бывшем старшем советнике президента Барака Обамы. Несмотря на последовавшие извинения и закрытие аккаунта в X, реакция на ее комментарии была резкой, включая критику со стороны ее коллеги по «Розанне» Сары Гилберт. Вскоре после этого канал ABC отменил свое решение продлить шоу на 11-й сезон. История продолжилась в новом сериале под названием «Конноры», где персонаж Барр, Розанна Коннор, погибает. Позже в интервью с Шоном Хеннити на Fox News Барр заявила, что ее пост был политическим комментарием относительно администрации Обамы, добавив: «Мне было очень грустно, что люди восприняли это как расистское высказывание». Уилл Смит. Ежегодная премия «Оскар» традиционно чествует самых выдающихся деятелей кинематографа. Однако на 94-й церемонии вручения наград в 2022 году произошло нечто необычное. Комик и актер Крис Рок, выступая на сцене, решил пошутить над некоторыми из присутствующих, в том числе над Джадой Пинкет Смит.
Он заметил ее бритую голову и сказал, что она, возможно, готовится к съемкам «Солдат Джейн 2». Но неожиданно Уилл Смит поднялся на сцену и нанес Року удар, после чего громко заявил: «Не смей произносить имя моей жены в своем грязном рту». Все присутствующие замерли, пытаясь понять, является ли это частью сценария или нет. Вскоре стало понятно, что происходящее действительно не планировалось организаторами. Финальным аккордом вечера стало награждение Уилла Смита премией «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», его первая статуэтка. Совпадение получилось весьма неловким. Несколько месяцев спустя Уилл Смит попытался объяснить свое поведение, выложив видео на своем канале YouTube. Он подчеркнул, что Джада не несет вины за произошедшее, и извинился перед Роком за свои действия. Также он принес извинения жене и ее семье. Несмотря на извинения, Академия наложила на Смита 10-летний запрет на участие в мероприятиях «Оскара», после того, как Совет управляющих признал его поведение недопустимым. Хакерская атака на интимный Голливуд. Утечки личных снимков и видеороликов знаменитостей давно стали привычным явлением. Вспомните хотя бы истории с Пэрис Хилтон и Памелой Андерсон. Однако в 2014 году произошел беспрецедентный случай, вызвавший широкий резонанс в интернете. Аккаунты в iCloud таких популярных личностей, как Дженнифер Лоуренс и Кейли Куока, подверглись взлому, и их интимные материалы попали в открытый доступ. Как гласит известная поговорка: «То, что однажды оказалось в сети, остается там навсегда». Компания Apple провела тщательное расследование и обнародовала заявление, в котором сообщила, что злоумышленники применили специфические методики для проникновения в учетные записи iCloud, подчеркнув, что системы безопасности компании не имели критических уязвимостей. Позднее несколько человек были арестованы и приговорены к наказанию за участие в этом преступлении. В беседе с журналом Vanity Fair Дженнифер Лоуренс выразила свое отношение к происшедшему следующими словами: «Это не просто скандал, это сексуальное преступление, это акт насилия, это мерзко. Нужно менять законы, и нам самим необходимо меняться». Джонни Депп и Эмбер Хёрд. Джонни Депп и Эмбер Хёрд познакомились на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2011 году и начали встречаться после окончания отношений Деппа с Ванессой Паради. В 2015 году они официально скрепили союз браком, однако их роман оказался недолговечным. Пара развелась спустя 2 года, в 2017. Казалось бы, это обычный финал для многих голливудских браков, но на деле все оказалось гораздо сложнее. В 2018 году появились сообщения о том, что Депп проявлял агрессию по отношению к Хёрд, что побудило его подать иск против издания, опубликовавшего эту информацию. Конфликт достиг апогея, когда Хёрд разместила в The Washington Post статью, в которой рассказала о пережитом насилии. Хотя она не называла имени обидчика, многие полагали, что речь шла о Джонни Деппе. Это стало началом широко освещаемого суда по делу о клевете между Деппом и Хёрд, который проходил в 2022 году и транслировался на весь мир. Судебное разбирательство вскрыло все темные аспекты их взаимоотношений, от споров по поводу текстовых сообщений до шокирующих обвинений. Социальные сети бурлили от обсуждений процесса, и даже знаменитости активно выбирали ту или иную сторону. Судья вынес решение, обязав обе стороны выплатить компенсации в различных размерах, хотя Депп и Хёрд оспорили это постановление. В конце концов, в декабре 2022 года пара урегулировала спор частным порядком. Алек Болдуин. В октябре 2021 года Алек Болдуин, исполнявший роль актера и продюсера в фильме «Ржавчина», во время репетиции произвел выстрел из бутафорского пистолета. К несчастью, в оружии оказались боевые патроны, что привело к ранению режиссера Джоэла Соузы и гибели оператора Галины Хатчинс. Что же на самом деле случилось в тот роковой день? Возможно, никто никогда не узнает полной правды, поскольку с момента происшествия версии событий неоднократно менялись. Болдуин утверждал, что не нажимал на курок пистолета, но улики свидетельствовали об обратном. В марте 2024 года суд признал оружейницу Ханну Гутиеррес Рид виновной в халатности,
так как она не проверила пистолет должным образом на предмет наличия боевых патронов и обвинил ее в непредумышленном убийстве. Тем не менее, в июле этого же года обвинения в непредумышленном убийстве с Болдуина были сняты после обнаружения новых доказательств, которые, как оказалось, скрывала прокуратура. Как сообщало издание People, судья Мэри Марлоу Сомер заявила: «Позднее выявление этих доказательств во время судебного процесса помешало эффективному использованию доказательств таким образом, что это повлияло на основополагающую справедливость разбирательства». Голливудские звезды – это тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Но все же не стоит забывать о том, что публичная личность – это большая ответственность. А на сегодня это все. До скорой встречи.